В общем-то, с момента релиза обновления для eFootball до версии 4.0.0 прошло уже достаточно времени. Но что самое интересное, большинство игроков все еще продолжают задаваться вопросом, а что же представляет из себя одно из нововведений, а именно умный помощник. Он вроде бы присутствует в игре, вроде как его даже можно включить, но даже несмотря на это, он работает далеко не во всех режимах. И на самом деле понятно почему, потому что помимо игры самого пользователя, в его игровой процесс включается искусственный интеллект. И именно поэтому, чтобы в лишний раз презентовать игрокам новую механику, не так давно Konami анонсировали и в целом начали новую кампанию, которая позволит пользователям получше познакомиться с умным ассистентом. И таким образом на протяжении последующих недель в игре будет доступен ивент, в котором мы будем играть матчи с этим самым умным ассистентом. Я сыграл пару-тройку матчей, и у меня остались просто для eFootball до версии 4.0.0 прошло уже достаточно времени. Но что самое интересное, большинство игроков все еще продолжают задаваться вопросом, а что же представляет из себя одно из нововведений, а именно умный помощник. Он вроде бы присутствует в игре, вроде как его даже можно включить, но даже несмотря на это, он работает далеко не во всех режимах. И на самом деле понятно почему, потому что помимо игры самого пользователя, в его игровой процесс включается искусственный интеллект. И именно поэтому, чтобы в лишний раз презентовать игрокам новую механику, не так давно Konami анонсировали и в целом начали новую кампанию, которая позволит пользователям получше познакомиться с умным ассистентом. И таким образом на протяжении последующих недель в игре будет доступен ивент, в котором мы будем играть матчи с этим самым умным ассистентом. Я сыграл пару-тройку матчей, и у меня остались просто необычайные впечатления от этого игрового экспириенса. Сегодня я поделюсь с вами этим самым экспириенсом, скажу, почему эта идея это полный провал, это путь в никуда, и в целом это какой-то пиздец. Хотя подобных слов в рамках роликов я себе особо не позволяю, но в принципе дальше сами все поймете. В комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение, если вы также играли матчи в этом ивенте. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, а канал подпиской и колокольчиком. Ну а мы начинаем. Если кто-то до сих пор не понимает, что из себя представляет этот самый умный ассистент, это искусственный интеллект, который в лишний раз, скажем так, призван вам помогать по ходу игрового процесса. Как же, спросите вы? А таким образом, что будет в лишний раз изменять тот или иной пас, например, вы отдали слабый пас, а он отдает сильный пас, или вы отдали пас низом, а стоило отдать пас верхом, также помогает изменить или направить правильное направление по ходу дриблинга и прочие подобные микромоменты. И на самом деле до определенного момента эта самая коррекция от искусственного интеллекта по сути и не замечается, пока вам не попадется соперник посильнее, и уже вот здесь матчи с искусственным интеллектом начинают играть новыми красками. Но перед тем как приступить к собственным впечатлениям от этих игр, я хочу задать один простой вопрос Konami. Какой нахуй умный помощник? Серьезно, я не вижу никакой помощи от искусственного интеллекта по ходу матчей. К последним играм я уже просто боялся что-либо сделать, потому что думал, что искусственный интеллект вновь нарушит все мои планы. Проще говоря, когда я хотел отдать пас низом, хоть дистанция и была достаточно приличной, то есть было далековато до игрока, которому я хотел отдать мяч, но все равно передача могла пройти. Но вместо сильного паса низом, искусственный интеллект решал отдавать передачу навесом на футболиста, из-за чего весь темп атаки просто-напросто руинился. Или, например, когда футболист выскакивал на хорошую позицию, чтобы пробить поворотом, направляя мяч в один угол, почему-то искусственный интеллект менял это направление, из-за чего удар приходился буквально во вратаря, когда в любой другой ситуации удар мог быть в угол ворот на самом деле. Или, например, когда при атаке на мои ворота мне удавалось перехватить мяч, и вместо того, чтобы начать атаку через низкий пас или слабенький навес, как я люблю это делать, искусственный интеллект решал просто-напросто выбивать мяч. Причем неважно куда, будь то наполовину соперника или же просто за мои собственные ворота, чтобы поставили угловой около наших ворот. Так вот, я повторю свой вопрос. В чем заключается помощь искусственного интеллекта? Какой это умный ассистент? Как
какой это умный помощник. Это чистой воды рандом. В игре, в которой и без того присутствует гандикап. И без этого умного ассистента ты в лишний раз можешь чувствовать, как твоя команда не хочет бежать вперед. Или как твоему сопернику в лишний раз отскакивают мячи. Проходит то, что не проходит у тебя. И вместе с этим время от времени все то, что у тебя получается, также будет идти по одному месту, просто потому что искусственный интеллект решил поступить немножко иначе. И здесь мы ненадолго прервемся, чтобы я рассказал о своем телеграм-канале. Я активно вас призываю на него подписаться, поскольку все актуальные новости появляются именно там. Также в этом канале можно обсудить все актуальные и последние новости с другими пользователями. И в данный момент времени там проходит конкурс на аккаунт для PlayStation 4 и PlayStation 5. С Лионелем Месси, с легендарными карточками, с эпическими карточками и так далее. Поэтому переходите по ссылке в описании, подписывайтесь, участвуйте и следите за всеми актуальными новостями вместе с нами. На самом деле в этой игре бывает немало плохих дней, когда ты играешь вроде так же, как и обычно, точно так же, как и вчера, и позавчера, но у тебя почему-то не складывается, не идет это, не получается то. И этому есть на самом деле много причин, начиная от твоей усталости, как от игры в целом, так и физической усталости сзади, из-за чего ты не можешь сконцентрироваться, до банального гандикапа, который в лишний раз отдает предпочтение твоему сопернику. И опять же повторяюсь, теперь ко всему этому присоединяется умный помощник. Слава богу, блять, он присутствует далеко не во всех режимах. Точнее, он банально отключается в этих самых режимах. Но сам факт наличия подобной функции в кавычках в нашей игре мне не нравится. Фанаты серии PS, а теперь уже eFootball, постоянно кичились перед игроками FIFA тем фактом, что геймплей реалистичный, играть сложнее, ты должен играть самостоятельно. В игре в целом присутствовал ручной геймплей, когда вы самостоятельно задавали направление пасам и ударом. Теперь же мы получаем ёбаного помощника, который решает за нас, как нам правильно играть, просто в лишний раз руиня момент за моментом. Новая функция мне не нравится, соответственно, компания мне тоже, блядь, не нравится. И сколько бы монет они там не предлагали, сколько поинтов они там не предлагали, в эту хуйню я играть не буду. Даже если вы будете раздавать моих любимых игроков из серии эпических карточек, Big Time, Showtime за участие в этом позорном, блядь, ивенте, я все равно не буду в него играть. Потому что элементов рандома в этих матчах, именно в этом ивенте, еще больше, чем обычно. И если в обычных матчах кажется, что иногда побеждает тот, кому больше